Друзья, вы посмотрите, какое огненное сегодня солнце. Вы просто посмотрите. И мы снова с Николаем двигаемся на коп. Сегодня едем на рандомное поле. Просто случайно выбранное, вчера приметили. И будем ходить там. Сегодня до обеда недолго. Я вам скажу, ребята, сегодняшний выпуск для тех, кто просто соскучился по копу. Артефактов не ждите. Птички поют. Смотрите, тут вот поле оборонили вчера. Мы его заметили. Сейчас, может, пойдем по нему попробуем пробежаться. Но домов на нем никаких не видно. Так, чисто гипотетически побегать. А может, вот и на эту сторону сходим. Хочу сегодня, друзья, покопать нон-стоп. Взял с собой камеру. И буду ходить, насколько аккумулятора хватит. Я думаю, часа на 1,5-2 должно хватить. И не выключая буду ходить, чтобы показать вам, каков он коп натуральный. Вот такие вот утренние красоты, друзья. Посмотрите, вон парочка лебедей плавает. Туманчик. Пойдем с Коляном проверим. Вот там вроде как мельница была. За деревьями, за этими. Пойдем туда сходим, поглядим для начала. Ну я уже, друзья, опа, запускаю Insta360 One X3. Поехали. Ну что? Пойдем к мельнице, ребята. Коля уже там вовсю бродит. Тут вот линии электропередач чуть-чуть помехи давали. Чё, тишина, Коль? Я думаю, может, мельница — это вот та подстанция? Хотя по карте она получается вот туда больше. Ух ты! Блин, чуть не засосало. А тут типа как дорога, да, какая-то? Клещевая дорога. Пока ни одного сигнала. Да у меня и черного пока нету. Ну вот чернь какая-то. Ради интереса. Что мне кажется, камеру я не в правильное место повесил.
Велосипедная звездочка. Перелив давала в цвет. Было явно, что черный сигнал, но так, с таким отписком. Ага. Тут вот так вот у нас. Что за гильза? Маузеровская, да? Опять чернь какая-то. Опа. О, велосипедные дела опять. Камера очень любит свет. В солнце должна прям картинка вообще шикарная быть. Как здесь будет, не знаю. Пока солнца мало. Да. Она потом переносит. Ну, ты со смартфона можешь все делать там, короче. Да, да. Что-то пока мельницей не пахнет, да, Коль? Пока пахнет клещами, блядь. Ладно, сейчас тут побродим. Если ничего интересного не будет, полезем, пойдем по Бараненому полю, пробежимся. Вчера мы ехали, там 4 трактора на дисках ездили. Может, вот там, где дерево. Вот тут такой овраг. Я так понимаю, вот там дорога шла. Карта со смещением всегда дает показания, поэтому где точно сказать тяжело. Но может где-то тут мельница была. Так, ну вот мы практически на мельнице. Мы практически на мельнице. Наверное, вот тут вот все-таки. Пойдем смотреть. Коль показывает, что вот тут вот где-то мельница была. Так, наушники поправить. Конечно, наушники у Деуса VS6, который до свидания уши называется. Ну хорошо, вот сейчас хоть в шапке. Не так давят. А когда на лысую голову одеваешь, то через полдня уши начинают побаливать. Это вообще запаха мельницы нет.
пойдем на поле. Стоп, ребята, давайте проведем пару минут с пользой. Пару выездов тому назад был откопан вот такой вот фрагмент, элемент подвеса кортика со львами. Сегодня хочу его почистить. И помогать нам в этом будет полюбившееся мне и уже небезызвестное для вас средство, которое разработало для нас крымское производственное предприятие «Созвездие». Остерегайтесь подделок, друзья. Оригинальная продукция КППС с совой. Поддержи отечественного производителя. Покупая к чистке, не забывайте про средства индивидуальной защиты. Более всего мне нравится во всем этом процессе, что все достаточно просто. Максимально просто, друзья. Наносим состав на мягкую сторону губки. Затем берем нашего пациента Леву и наносим состав таким образом, чтобы происходило вспенивание. Так вот все у нас вспенивается. Теперь выдерживаем все до необходимого результата. По инструкции на это требуется 25 минут, но при появлении результата раньше можно уже приступать к смыванию. Сначала обычной проточной водой, а потом с мылом, чтобы погасить реакцию. Пока у нас идет процесс очистки, не могу не сказать несколько слов о преимуществах данного средства. Во-первых, в нем отсутствует аммиак. Во-вторых, вы можете производить качественную чистку изделий без повреждений. Ну и в-третьих, у вас появляется возможность чистить как крупногабаритные изделия, так и производить локальную чистку небольших предметов. 10 минут прошло, друзья. Блин, лев уже начал сиять так, что меня уже просто ослепляет. Пойдемте смывать его. Не забываем погасить реакцию мыльным раствором. Посмотрите, как сияет. Сверкает просто. Посмотрите на этого царя зверей. Как у него глаза заблестели. Я очень доволен результатом. Вся позолота проявилась и стала ярче. Финишное патинирование изделия обязательно. Переходите по ссылке в описании, друзья. Заказывайте данное средство. Я уверен, оно станет незаменимым помощником для приведения в порядок ваших находок и для реставрации. Еще по промокоду Копатель 2023 мои подписчики получат скидку до 25%. На сайте Паста КППС вы можете заказать не только продукцию производителя, но и сопутствующие товары для автомобиля и дома. Так, надо от линии электропередач отходить. Так, надо проверить, семян нету. Семян не видно, но они вчера с дисками ездили. Пока какие-то гвоздевидные сигналы. Ну вот какой-то цветняшка какая. Похоже на пулю. Точнее шрапнель. Или проволока, может. Ну да. Вот она. Расплющенная. Тут дорога где-то была посередине. С одного края в другой. Вот сейчас к ней пойдем и попробуем. Ну типа того, ну. Опять такой пулевой. Пулевой проволочный сигнал. Нет, какая-то... А, шайбочка медная. Медная шайбочка. Так, я забыл, кстати, этот
Коль, можешь помочь мне, а то у меня эта камера установлена. В рюкзаке сумка поясная у меня. Хабарница? Ну не хабарница, а такая хламница. Где? В основном отсеке. Черная такая. Вижу. Хочешь йогурт возьми себе. Не-не, пока рано. То еще забродит. Придется выкладывать идти, да? Да. Ты ж это, это Тимур говорит, деда надо Угу. Подкорми. подкормить, говорит. Пойдем дальше. Ну, как бы вот, друзья, примерно так коп происходит. И вот неплохой сигнал. Как будто бы даже монетный. Ага, монитос. Монитос. Эй, блин. Ни хрена не видно, что там. Прусский феник, друзья. Детально снимать его не буду, потому что там ни хрена не видно. Такой вот лысенький от удобрений. Убираем его в монетный отсек. Ну, значит, дорога где-то тут. Раз. Прусские феники засветились. Причем вот здесь вот груда камней, где дорога, а дома нет на карте. Возможно, дом был здесь когда-то раньше, чем карта появилась. Крупный цветной сигнал. Подозрение на мусор. Так и есть. Банка. Идем с Колей, как это, дезоксирибонуклеиновая кислота. Вот так вот. Переплетаем, захватываем большую площадь. Согласно коду Фибоначчи. А тут у нас что? Алюминиевая проволока. Не интересует. Неплохой сигнал. Пуговично. Вроде пуговично-монетный, как будто. Вроде бы пуговично. Ага. От плащ-палатки. Люверс. Звенит хорошо, зараза. А? Колян меня забадривает этими полевой валютой. Вон она, посмотрите, ребят. Коля не очень любит этот хлам. Он обычно отдает или мне, или Тимуру его. Находят у нас и золотые монеты. Товарищ вот на днях прям рядом с дорогой пломбы товарные, эти свинцовые. Бах, 10-марочник золотой вылетел. Илюха, привет тебе, кстати. Попадается там, где не ожидаешь. Все это на удачу, друзья. На терпение. Поле огромное. Угадать, в каком месте пятно, это... Да, надо где-то какое-то пятнышко. Ну, пойдем сейчас подальше, туда уйдем. Там вот какая-то гряда деревьев. А там дорога, что ли, Коля, или нет? Ну, я думаю, да.
поворачивает, и мусор уходит. Ага. Паша, эллипс за сколько продал? За 18, по-моему. Опять что-то черное, наверное. Ага. Черное маскирующееся под цветное. Такая, как будто каски фрагмент. Будем считать так. Но я с ним вообще с эллипсом недолго, получается, там полгода, может, ему было. Он свежий был совершенно. Олесе Лисе с форума копателей продал. Неуверенный сигнал. Обычно так проволока звенит. Какая-то дудка какая-то, блин. Цветная, в накопитель. Что у нас здесь? Ёшкин кот, блин. Ретузница. Нафиг. Нафиг нам такое счастье, друзья. Колян тоже вон съемочку ведет. Копаю с Деус, друзья. Не забывайте тоже, подписывайтесь на ребят. Тимур у нас. Канал Тимура и его команда. Коля, копаю с Деус. Кусок пивной пробки. Ребята тоже снимают. Тимур, Колян. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте. Смотрите. А? Это альпака? Немецкая? Ну так, он у меня ретузница тут тоже попалась. Но пока явного ничего. Вот тут сигнал. Поставим. Буду показывать все находки просто. Ну я понял. Ну да, вот она. Дуралюминий. Давай немножко вот тут вокруг. Чуть-чуть. Давай, давай. Крутнемся. Если зацепки будут, будем тормозить. Ну опять такой проволочный. Не ахти сигнал.
методом деления. Пинпоинтер не люблю. Есть у меня. Лежит он в рюкзаке. Не пользуюсь. Уже второй это у меня. Был один. О, опять, смотрите. Опять такая же хрень. Дудка это. В накопитель. Пинпоинтером не пользуюсь. Не очень-то он мне нравится. Достань, убери. Быстрее. Так, руками поделил. Но Коля говорит, вот ему нравится им идентифицировать цель. Если яма глубокая уже, большая, в какой бок край идти, чтобы не повредить находку. Тогда он его применяет. Генерал нет-нет, пользуется тоже. У Тимура тоже есть, но я не вижу, чтобы он пользовался им активно. Странно. Вот тут мощные такие эти линии электропередач, а помех таких нету, как там на небольших вот тех столбах провода. Так, кирпич какой-то пошел. Какой-то неплохой сигнал, кстати. Но дюжи глубокий. Может и оцветненный. А нет. Посмотрите. Опа. Супер звенело. Цветная конина. Такое в патине кольцо. Опа. Проверяем. Больше ничего. Закапываем. Черный сигнал. Ладно. Кирпич разбросан местами. Ну так тоже неплохой сигнальчик. Средней паршивости. Может и мусор какой. Вот он где-то тут уже. Какая-то цинковая крышка от прибора какого-то. Прям в колее. Тут какой-то ну и где ты?
А, все, вижу. Крышечка. Алюминий. Черные сигналы пока вокруг. Погода хорошая сегодня, ребят. Потепление обещают. Днем до плюс 14. Кусочек проволоки вижу. Впереди вон гряда деревьев интересная. Где же ты, пятачок, с монетами и прочими интересностями? Отличный сигнал. И пуля. Смотрите. Так, ребят, не уберите от экранов детей. Хорошо. Работаем дальше. Алюминия кусочки. На хутор надо, конечно, так камеру брать и запускать. Там находок на порядок больше. Колян что-то копает там. Отдельно какие-то валяющиеся кирпичи, кусочки посуды за уши притянутые. Так, какие-то прописки есть. Но явного ничего нету. Коля тоже не задерживается, смотрю. Ну, будем ходить, искать. Где-то что-то должно быть. О, приблуда какая. От сельхозтехники, наверное. Колян, он что-то нашел вроде. И у меня сигналишка. Пуговица лысая, что ли? Да. Довольно-таки лысоватая. Ну хоть какой-то, блин, этот
намек на жизнедеятельность. Еще какой-то. Еще какой-то сигналец. Тут где-то. Ага. Кругляшок. Еще пуговка. Такая с волнами, по-моему. А, нет, тоже лысая. Так, ну, 2 пуговицы разных по масти. В сегодняшнем случае это что-то. Можно и покрутиться. Возможно, дорога. Сейчас по спирали раскрутимся. Посмотрим, что тут. Вправо-влево. Колян что-то застопорился. Угу, что-то еще. Ага. Вот и монитос, ребят. Похоже, все тот же пресловутый прусский феник. Даже не прочитать. Даже не прочитать. Ладно, кладем его и ходим дальше. Нам эти феники не интересны. Нам бы серебро, друзья. Раскрутка по спирали дала свои плоды. Помню, еще Олег мне говорил про этот метод. Олег, привет тебе. Думаю, смотришь, если досмотрел до этого места. Находите 1-2 монеты и пошли по спирали раскручиваться вокруг. Что-нибудь должно показать это. Ну вот еще что-то с примесью чернины. В чернь. Чернь бьет. Ай-яй-яй. Шкребется. Ну это эти. От транспортера. Железка это. Вон она. Коль, пару пуговиц и фенинг еще вот здесь. Делаю раскрутку по спирали. Ну, качество очень плохое, все лысое, Коль. Но я говорю, серебро нормальное будет. Опять чернина. Опять, наверное, от транспортера. Ага. Эти хорошо звенят тоже, хоть и черные. Так, что-то. Что-то вот тут у нас прячется. Что ты? Кто ты? А, это этот камень, блин. Уголь активированный. Че там, Колян, тоже что дельное, не? Не могу ждать, хочу знать.
Ну вот пока вот на такой траектории у меня, вот как раз на твоей, раз, два, три, и у тебя четвертая. Вот это подставка от военного солдатика. А, я понял, шестиугольная, да? И попадается уголь. А, мне тоже попался сейчас только что. В принципе, можно попробовать именно вот здесь покрутиться. Ну вот я тебе говорю, смотри, раз, два, три, четыре, пять, в ряд. Вот туда вот идет. Наверняка дорога. Она, видишь, солдатик, он тут вот в поле в чистом. Ну да, вот Видишь? Коля подставку от оловянного солдатика дернул. Шикарная вещь, на аукционе выходит, можно выручить. Считай уже. Тут, наверное, твой солдатик, Коль. Ай? Наверное, солдатик тут. А нет. Пуговица еще одна. Вот, видишь, давай здесь немножко покрутим. Лысая тоже. Ну вот, друзья, вот просто. И вот к деревьям туда. Я вам даю 50 песо, что это дорога была. А на дороге и талеры могут быть. Направление мы так вроде чуть-чуть. Но она может и оттуда вот шла. Мы пока не знаем. Ну вот, какие-то находки начались наконец-то. Вон она, бронзовая пряжка. Цветняшка. Ну такой более-менее сигнальчик. Опять уголь. Да что ты будешь делать, батюшки мои? Ну так, что-то неплохое вроде. Вроде что-то... Медная проволока в виде подковы на удачу. В накопитель. Опа. Ага, вон трактор приехал. Катается. А? Вон он едет. По полю. Что-то звенит. Гильза. Маузеровская. Похоже. Там участок был не бороненый, они его, видимо, приехали дорабатывать. Ну, вроде клейма есть. Ну, поверочка там, наверное, все дела. Да, ну это у нас 500 грамм, что? Ну, Да нет, 50. 50. Вот она. Вот она, ребята. Ну, такая старенькая. Ну, видишь, Колян от нуля ушел. Уже находка, так сказать, в коллекцию. Молодец. Слушай, что-то к лесу там помехи такие. Да, там как будто это сигнализация какая-то. Кабель, скорее всего, под... Может быть кабель, я бы тоже ушел. Не знал. Попадают такие места. Выше, поскольку видно это, герб видно. Ага. 10 фенингов у Коли, а тут гильза.
вроде так неплохо видно. А что она тут это? Какая-то вон проточка у нее тут. Что там? А, нельзя. Да, причем смотри. Это что-то похоже на 7,62, вот на советскую, но почему вот это поясок непонятно откуда он. Может, охотничья какая-нибудь. Может быть от какого-нибудь карабина от охотничьего. Ну, он десятка у Коли. Видно? Ну так, что-то какие-то. Сегодня мы обрыбились. Ага. У Коли находка. Ну, железо крупное, не хотел бросить копать. А, прикольная, слушай. Латунька. Я, кстати, просто круглую такую тоже вот этого формата нашел. Сегодня? Вот сейчас, недавно, да. Я такую не находил ни разу. Я тоже необычная. Ну, она видно вот под эту, видишь, под ремень. Ну, конский, да. Да. Мощная такая. Да. Ну, нормуль. Мур-мур. На 2 часа хватило. Во включенном состоянии. Опачки. Вот такая вот пломба со звездой Давида. Еще и 626. Хорошо, хоть не 666. И пентаграмма. И Колян что-то там приподнял. Нашел он такую рубашку от пули. Свинец куда-то улетел, а это осталось. Батюшки мои, да, Коль? Да. Сигнальчиков тебе под катушку. Опа. Второй раз, чтобы я ее нашел, да? Да. Побольше находок. Решили мы переехать, друзья. Что-то больно скучно. Поле мертвейшее. Так, пару каких-то вспышек было, но они не оправдали наши ожидания. Поэтому Коля тут вроде еще в памяти держит одну распашку. Поедем туда. Ну что, переехали мы с Колей на поле. Коля привел на очередное поле. Сейчас будем ходить там. Поле очень перспективное. Тут все такие находки, в основном раритеты. В новом месте первая находка. Такая пряжка. Продолжаем коп нон-стоп. Коля там ближе к дороге ходит. Здесь вот уже новые постройки. И где-то вот тут вот дом был по карте. Ходим, смотрим, друзья. Что будет интересно. Вас без информации не оставим. Довольно-таки яркий сигнал. И смотрите, там что-то или советы. Ой-ой-ой, какая она в ноль затертая. 54-й год. Блин, какая затертая она. Батюшки мои. 2 копейки 54-го. Копаем дальше. Вот практически верховой сигнал. И кругляк торчит. Пятачело, наверное. Да, что ж они такие затертые все. Тоже 54-й год. Такие вот СССР дела. Коп сегодня такой, чисто, блин, камеру обкатать, короче. Вот 2,5 часа мы покопали сегодня. Поле это не оправдало наши ожидания. Еще похуже здесь было, чем на первом. Ну вот так вот получилось. Монеты всякие, короче. Как я и говорил, коп не про артефакты, не про всякие вкусняшки, а вот именно вот так, как оно есть. Постараемся, чтобы больше такого не было. Всякая жбонь. Но те, кто копает постоянно, они знают, что вот это сплошь и рядом. Это сплошь и рядом. Правильно я говорю? Да, да, полностью согласен. Всякая фигня. Сейчас еще покажу, что у меня там в кармане. Это просто вообще слезы, блядь, копателя называется. Смотрите. Вот. Это вообще жесть. Вот этот вот вообще. Это дед сказал, говорит, давайте собирайтесь домой. Да. Время 10 часов утра, мы поехали домой, друзья. До новых встреч.